Прежде чем начнем моделирование, мы должны знать, как модель в итоге будет использоваться. Существует три основные области, в которых применяются 3D-модели. Первая– развлечение, вторая– наука и третья, из-за отсутствия лучшего обозначения, назовем ее другая новая область. В каждой из этих областей существует определенная индустрия. Развлекательная область– это дом, в центре которого размещена индустрия кино и рекламы, которая обычно использует то, что называется surface modeling– поверхностным моделированием, где важна только внешняя форма или оболочка объекта. Область развлечений может использовать различные типы технологий моделирования и геометрии, такие как NURBS, полигоны и Subdivision Surfaces. В индустрии видеоигр также будет использоваться поверхностное моделирование, так как там есть некие технические ограничения, которые не позволяют использовать напрямую NURBS объекты. Другим ограничением являются лимиты Polygon Resolution или Polycount объектов фактически на количество полигонов или плотность сетки полигонов, что определяется природой рендеринга в реальном времени в видеоиграх. Телевизионная индустрия– эффектная смесь кино и видеоигр, которая может использовать любой тип геометрии, но при этом также должно учитывать лимиты полигонов по времени рендеринга. Научная область обычно базирует свои модели на измерениях реального мира и математических формулах и имеет ограничения на то, сколько творческой выразительности они могут иметь в окончательном виде своих моделей. В области медицины, например, может потребоваться очень немного для изображения того, как в человеческом теле выглядят клетки и их процессы. Это может быть справедливо и для, например, юридической отрасли, поскольку вы не можете переходить за некие рамки арта-моделей, когда это может повлиять на присяжных в суде. Архитектура и промышленный дизайн будут использовать модели, которые обычно создаются с использованием алгоритмов SOLID, твердотельного моделирования, где внутренняя часть формы столь же важна, как и внешняя оболочка. Типично количество полигонов не является важным фактором в SOLID-моделировании, поскольку модели обычно создаются из кривых алгоритмами NURBS. Эти модели могут использоваться для имитации объектов реального мира, а также тестироваться в программах с использованием симуляций, чтобы увидеть, могут ли они выдержать определенные физически реальные нагрузки. Этот тип моделирования не будет обсуждаться в нашем курсе, но если хотите узнать о нем больше, то посмотрите курс SolidWorks 2017 Essential Training с Габриэлем Корбетом. Другая или новая область– экспериментальная, где можно посмотреть, действительно ли новые индустрии могут стать основой нашей рабочей культуры. Виртуальная реальность или VR сегодня– это топовая новая индустрия, которая еще не была классифицирована ни по одной из других областей. В настоящее время виртуальная реальность запускается в движке видеоигр для личного использования, но также может применяться и для научных целей. Дополненная реальность– это смешение виртуальных миров с реальными, и проекционный маппинг– это то место, где вы можете проецировать анимацию на реальные объекты окружающего мира. В этом курсе мы собираемся создавать поверхностные модели с высоким полигональным разрешением, которые обычно используются для кино, телевидения или рекламы, что позволяет нам гибко моделировать наши объекты. Кроме того, если захотим перенести эти объекты в виртуальную реальность или в игровой движок, то сможем легко преобразовать их в версии с более низким разрешением. Понимание параметров вашего проекта может помочь на самых ранних этапах создания модели. Эти знания помогут вам в кратчайшие сроки принять решение о том, как подойти непосредственно к созданию трехмерных моделей. Подготовлено клубом «Перевод всем».